Как тебя зовут? Меня зовут Диана, я жена Насти, тоже из России. Родился здесь. Таки спасибо маме. Июнь – месяц ЛГБТQ гордости в США. Каждый день по всей стране проходят мероприятия в поддержку людей из меньшинств. Даже колонны Белого дома украшаются в это время в радужную символику. По традиции, месяц завершается крупнейшим ЛГБТQ-прайдом в Нью-Йорке. В этом году прайд состоялся 30 июня. Он проводился в 55-й раз. Крупнейшие компании, правозащитные организации и диаспоры мегаполиса выставляют свои колонны в этом грандиозном марше. Русы ЛГБТ объединяет иммигрантов с постсоветского пространства и принимает участие в Нью-Йоркском прайде более 10 лет. Мой самый первый прайд, наверное, был Брайтон-Бич прайд в 2018 году. Но вот первый Нью-Йорк-Сити прайд это было 2 года назад. И вот мы шли с другой организацией, которой, слава богу, больше нету. У нас была целая платформа огромная. И также была Киана, которая сегодня поет. Это, конечно, просто intoxicating feeling, этого чувства свободы. И вот, знаешь, когда ты приезжаешь из России, где полиция сидит в кустах и тебя выискивает, а здесь как бы полиция на прайде, а не в радужных флагах. Понятное дело, в Америке и ЛГБТ-комьюнити немножко другие отношения с полицией, другая история. Но это, как иммигрантам, это вот, я не знаю, более показательного какого-то фактора, что мы все-таки в свободной стране и что мы в безопасности. Это вот чувство свободы, безопасности и вот аутентичности, вот это просто пьянит. Push me, and then don't touch me, till I can get my satisfaction. Первый ЛГБТQ-марш состоялся в Нью-Йорке в 1969 году, через год после стоунволлских бунтов. Стоунволл – название бара, который существует до сих пор. 56 лет назад его посетители дали отпор полиции, которая устраивала регулярные облавы на меньшинство. Тогда открытым гомосексуалам даже запрещали наливать спиртное в барах. Полицейские регулярно проводили облавы в клубах и проверяли, чтобы одежда посетителей соответствовала полу, указанному в удостоверениях личности. Неожиданная встреча, как вы меня узнали? По вашей улыбке, по вашим глазам, наверное, так. Я поясню, что мы знакомы по Фейсбуку, но меня знают, а я, как обычно, нет. Это нормально. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Стейси. А вас? Меня зовут Саймон. Скажите, пожалуйста, из каких стран вы приехали, может быть, здесь родились? Как давно вы в Америке? Я 2 года назад вообще с Камчатки я сама. Да. Еще один дальневосточник. Камчедалы. Да, Я из Амурской области, мы почти земляки. да, земляки. А вы? Я приехала из Москвы с 2 детьми здесь. Я трансгендерный мужчина. Я здесь с самого начала войны, когда война началась. Вот постоянно читаю ваш блог в Фейсбуке и теперь смотрю ваши видео на Ютубе. Ребятам показываю. Мне очень нравится. Спасибо большое, очень приятно. Скажите, пожалуйста, какой у вас опыт участия в прайдах? Этот прайд для вас какой по счету? Второй по счету. Помните ли свой первый прайд и какие были эмоции? Удивительно, конечно. Во-первых, свобода. То, что люди здесь реально свободны. Они могут быть теми, кто они есть, кем они хотят быть и не боятся себя выражать. И это прекрасно, да. Это вот цивилизованное общество, на самом деле, без всяких, как говорится, ограничений, каких-то догм. И нормально все это. Люди могут себя выражать просто. А какие эмоции у вас? Эмоции гордости, как ни странно. И вот это чувство после прайда первого своего в прошлом году, оно у меня сохранялось несколько недель. Что люди вокруг есть, они поддерживают тебя, они с тобой. И как бы, что ты не один. Их тысячи вокруг тебя. Мы маршировали в середине, в колонне, и видели огромное количество людей вокруг. И
Ты чувствуешь эту поддержку морально? Это обалденно, это шикарно. Спасибо большое, я рад, что вы получаете колоссальное удовольствие от этого праздника. Спасибо, что подошли. Рад познакомиться с вами в реале. Happy Pride. Спасибо, Happy Pride. Спасибо. Со стоунволлских бунтов в Нью-Йорке началась массовая борьба меньшинств за гражданские права. Причем не только в США, но и по всему миру. Победа в небольшом баре трансгендерных людей, гомосексуалов и всех, кто не вписывался в привычные стандарты, вдохновила меньшинства из других стран на отстаивание своих прав. И до сих пор для многих ЛГБТQ-сообщества Прайд скорее акция протеста, чем карнавальное шествие. Например, лесбиянки устраивают отдельное шествие за день до проведения основного прайда. И их марш – это всегда актуальный социальный протест. Кстати, организаторы этого действа никогда не согласуют свою акцию с властями. Они просто пользуются своим гражданским правом на организацию собраний и шествий и ставят власти перед фактом. Выразить свою солидарность с активистками могут все желающие, и неважно, к какому полу они себя относят. Основной нью-йоркский прайд собирает до 2 миллионов участников и зрителей. Шествие по знаменитой 5-й авеню к бару Стоунволл первые колонны начинают в полдень, а последние иногда приходят к знаковому для всех меньшинств скверу к 6 вечера. Прайд — это ощущение единения, и это новые знакомства, новые люди в целом, ощущение единения нас как комьюнити, потому что действительно очень важно чувствовать, что ты здесь не один, и в моменты, когда, как у любого иммигранта, наверное, накатывает какое-то немножечко уныние и тоска, ты понимаешь, что ты не один, и тебе есть к кому обратиться, и очень важно, что есть такие организации, допустим, как РУСА даже, мы можем к ним обратиться. Мы, когда только приехали, мы ходили на собрания, мы все слушали, впитывали, нам помогали и с медициной, и со всем, то есть это прям организация для нас очень важная. Когда я приехал из России, это было 9 лет назад, и мой первый прайд был эмоционально очень сложный. Мне хотелось и смеяться, и плакать, и, в принципе, все эмоции были все равно подавлены. Какие у тебя эмоции? Ну, честно говоря, на вот прошлом марше, дайк-марше, на котором мы были, мне было очень сложно достать флаг, проявиться как-то, заявить всему миру, что я люблю свою жену. И я здесь, сейчас поддерживаю каждого человека, который сюда пришел. И в ответ получаю эту же поддержку. Мне было очень сложно на самом деле. Но в этом году гораздо проще стало. И действительно, я дополню Настю, это ощущение поддержки, единения, что мы здесь не одни. Всегда есть кто-то, кто поддержит. Это очень приятно. Я за вас очень рад. Happy Pride. Большое. Happy Pride. Спасибо большое. Очень приятно. В прайде и среди участников, и среди зрителей традиционно много гетеросексуальных людей, которые просто пришли поддержать близких или коллег. Ну и само яркое шествие привлекает жителей города вне зависимости от их сексуальной ориентации. Сразу я должна оговориться то, что я не представитель ЛГБТ, я политический активист, который выступает за свободную Россию и за равноправие всех перед законом. И, любовь, она одна для всех, и поэтому она должна быть как для гетеросексуалов, так и для гомосексуалов.
На больших прайдах, в больших городах много участников гетеросексуалов. Они просто поддерживают своих друзей, родственников, знакомых, коллег. Да. Но у нас-то опыта такого нет, если мы приезжаем откуда-то из своих стран. Не было ли у тебя ощущения, что ты не своя на этом празднике жизни? Нет, абсолютно не было такого ощущения, потому что как только ребята узнавали то, что я политический активист и по-английски это proud ally, ну то есть я их абсолютно поддерживаю, они очень дружелюбно ко мне отнеслись и наоборот как бы даже с благодарностью огромной. LGBTQ-марш – одно из самых ярких событий в жизни Нью-Йорка в течение года. Это действо освещают все телекомпании города и общенациональные средства массовой информации. Колонна «Руса ЛГБТ» обычно включает около 100 человек. Не все из них готовы давать интервью. Для кого-то нынешний марш – первый, в котором они принимают участие. Первая акция, где они могут пройти с радужной символикой, не боясь ареста и нападения гомофобов. Мой первый прайд был на Брайтон-Бич. Это как раз-таки тот прайд, Брайтон-Бич прайд, который организует РУСА. Это просто какие-то непередаваемые ощущения. Мне кажется, каждый, кто долгое время находился в какой-то клетке, находился в заточении, не мог себя показать, для него это настолько, это как какое-то новое рождение, это вот как взрыв какой-то новой вселенной. Это просто эмоции, которые невозможно передать. Ты идешь, и самое важное, зачем, наверное, был нужен этот прайд, и в принципе, зачем прайды нужны. Они нужны в первую очередь для людей, которые хотят понять, что они не одиноки, что вокруг есть огромное количество людей, которые их понимают, которые их принимают, они не одиноки в том, кто они, и это настолько важно. И я, на самом деле, хочу, чтобы люди как можно раньше это понимали. Потому что если бы я был подростком, и кто-то в то время сказал мне о том, что есть прайд, и можно на него пойти, это бы кардинально изменило мою жизнь. Это совершенно по-другому вырос. И не приобрел бы все огромное количество психологических травм, которые у меня есть. Ежегодно среди зрителей Нью-Йоркского прайда можно увидеть религиозных фанатиков, которым счастливые участники шествия почему-то мешают жить. Мы планировали записать интервью с каким-нибудь агрессивным религиозным человеком, а потом решили, да пошли они. Лучше мы поговорим с людьми, у которых сегодня праздник. С ними и только с ними. Сегодня у тебя ответственная роль, ты один из организаторов. Какие эмоции в связи с этим? Я очень сильно нервничал, потому что с проходами, с браслетами они видели нововведение. Но вот, как бы я всегда нервничаю, потому что я хочу, чтобы людям было хорошо, чтобы людям было весело, чтобы люди пришли и получили кайф. Я всегда чувствую ответственность за это. Но вот сейчас вот переполняет чувство радости и небольшого комфорта, что подходит прайд месяц к концу, потому что все-таки месяц для ЛГБТ-активиста и драг-артиста это очень тяжелый, долгий месяц, очень много работы, поэтому я рад, что он подходит к концу, но я очень доволен тем, что вот наша комьюнити, сколько мы в этом году сделали за прайд, и, в общем, эмоций много, все позитивные. Колонну «Руса ЛГБТ» зрители неизменно встречали приветственными криками.
Прогрессивный Нью-Йорк массово поддерживает Украину. Ты помнишь свой первый прайд? Да, Где он состоялся? здесь, в Нью-Йорке. А какие были эмоции? Ну, естественно, такой шок, восторг, потому что это, первый прайд, это свобода, это где люди празднуют, да, вообще могут не бояться, не стесняться того, кто они есть, они гордятся, то есть где-то что-то в моем менталитете, да, вообще, понимание, я была более зажата, да, а здесь вот все такие свободные, раскованные, и, какой-то вот конфьюз, шок, небольшой. Я понимаю тебя прекрасно, у меня были те же самые эмоции на первом прайде. Да, может, где-то на кого-то даже смотрела с каким-то там осуждением. Как же так? Как-то не по-нашенски, что-то так ярко. Скажи, пожалуйста, а это какой прайд у тебя уже? Меняется ли твое восприятие себя на прайде и, в принципе, прайдов? На самом деле это второй мой прайд. После приезда, после первого я не ходила, это ковид был, да, все. Да, я понимаю. Да, сейчас я уже... Все, я здесь своя. Раньше я была гостем первый раз, а сейчас я уже свободна, счастлива, раскрепощенная. Солидарность с Украиной и протест против гомофобной политики Путина – основные лозунги, которые используют русы ЛГБТ последние 10 лет. Если раньше в колонне было много российских флагов, то с началом большой войны, которую Россия развязала против Украины, российская символика исчезла. Помните ли вы свой первый прайд? Помню. Этот прайд был с русой ЛГБТ. Он был очень важен для меня, потому что это был первый прайд в моей жизни, где я после моей прошлой жизни как лоер и как бизнесмен мог почувствовать себя свободно в Нью-Йорке, в этой стране, в этом городе. Какие эмоции тогда были? Честно, страх. Я говорю абсолютно честно. Не было какого-то такого, ой, давай сейчас, страх. Потому что с учетом моих должностей, с учетом того, что я делаю в моей стране, я asylum, я политический беженец, был страх, но мы это преодолели. Это, скорее всего, тут. Я понимаю тебя, сходу перешел на «ты», извини, потому что мой первый прайд это были тоже сложные и зажатые эмоции. Очень зажатые. Меняются ли твои эмоции с каждым новым прайдом? Меняется однозначно. В данном случае могу сказать, что спустя уже 6 лет чувствую себя свободно, защищенно. И самое главное, это не только благодаря government и благодаря тем законам, которые нас тут поддерживают. Это благодаря этой комьюнити, которая окружает меня, моих друзей, моих знакомых, с которыми я могу быть собой. Это очень важно. В этом году организаторы прайда объявили о беспрецедентных мерах по обеспечению безопасности участников и зрителей марша. Многие опасались провокаций и даже терактов. К счастью, назло всем гомофобам мира, прайд в Нью-Йорке прошел без происшествий. Максим, последний вопрос. Ребята, девушки, разные персоны. Откуда, из каких стран они представлены в вашей колонии? У нас все. Вот Киана, которая будет у нас сегодня петь, она с женой из Латвии. У нас очень много есть ребят из России, из Башкортостана, из Бурятии, то есть... Я смотрю, украинский баннер у вас есть. У нас много украинцев, у нас много волонтеров украинцев. Украина для нас очень важная тема, потому что мы боремся не просто за мир против путинского фашизма, но и за права ЛГБТ тоже. Украина тоже за это борется. И также у нас есть люди, которые пришли нас поддержать из Латинской Америки, из Китая, то есть и люди, которым не наплевать на наше комьюнити, и это очень-очень согревает душу. Спасибо, Happy Pride. Спасибо.
Для меня нынешний прайд был 5-м. Совет от бывалого, если позволите. Если у вас есть возможность побывать на прайде и как участник шествия, и как его зритель, сделайте это. Вы получите совершенно разные эмоции. Ваша сексуальная ориентация – дело 10-е. Стать участником действа, в котором люди не стесняются себя и делятся своим личным счастьем с другими – это невероятный опыт. Встретимся на прайде в Нью-Йорке в следующем году. Thank you for helping us fly the friendly skies.